Ну что, друзья, хайп-трейн наконец-то запущен. В лучших традициях Konami с того ни с сего предстали на одной из игровых выставок, где и показали eFootball 2024, а также поделились подробностями касаемо будущего обновления с игровыми изданиями. Таким образом, на руках мы имеем обновленное цветовое оформление, заметные изменения в игровом процессе, изменения подхода Konami к работе с аудиторией и многое-многое другое. Заинтригованы? Надеюсь, что да, поэтому сегодня все это и предлагаю обсудить. Поэтому, чтобы долго не затягивать, обязательно подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, поддерживайте ролик своей активностью, лайки, комментарии, все как вы умеете. Ну и давайте приступать. По сути, всю имеющуюся информацию можно разделить на два типа. Это изображения, которые мы получили с этой игровой выставки, а также специальные рекламные статьи от игровых изданий. Со всем этим мы сегодня разберемся и предлагаю начать по порядку, а именно с изображений с игровой выставки. Подобных изображений мы получили предостаточно, но, если честно, нас интересует только одно из них, которое отсылается к будущему стартовому изображению eFootball 2024, потому что здесь наконец-то отличается цветовая палитра. Ну и, конечно же, узоры. Ну и, по сути, оправдали слухи о том, что 24-я часть наконец-то изменит цветовое оформление, потому что подобные слухи были и год назад, но без каких-либо подтверждений от более таких вот заметных инсайдеров. В этом же году ситуация обратная. Подобная информация делился также и Ренан Гальвани, и, по сути, вот она и подтверждается в какой-то мере. Единственный интересный момент заключается в том, что все стенды, в целом изображения, на которых засветились кадры из игры, все это говорит о том, что вроде также остаются сине-желтые цвета, то есть как будто бы не изменилось ничего. Но я так полагаю, что все это сделано в спешке, и Konami еще успеют все это дело, грубо говоря, перекрасить, подготовить стенды для будущих игровых выставок, ну и, конечно же, изменить цветовое оформление в самой игре непосредственно. Это дело нетрудное и занимает прям всего ничего по времени, поэтому думаю, что к релизу оно изменится. Но, как говорится, поживем увидим. Ну и помимо всего этого, также выкатили этакие рекламные статьи, которые, конечно же, посвящены eFootball 2024 и непосредственному участию Konami на этой малазийской выставке. Ссылки на оригинальные статьи, если вам так захочется, я оставлю в описании под этим роликом, но по факту статьи небольшие и многого не раскрывают. Скорее просто ограничиваются какими-то общими словами, что игра была плохой, но Konami делают все, чтобы сделать ее лучше. Но даже здесь, среди абзацев с водой, можно выцепить кое-что да интересное. Например, уточняется, что на этой выставке Konami представили небольшой видеоролик о том, что будет в игре, какие изменения она в себя будет включать в движении, в механике игрового процесса и так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле интересный момент, потому что это по сути то же самое, чем занимаются Electronic Arts на протяжении 1,5 месяцев, показывая демонстрационные ролики с новыми анимациями и с новыми движениями игроков, только Konami это выкатили для одной конкретной выставки. Увидим ли мы подобный ролик от них? Тут уже сказать трудно на самом деле. Основной посыл от разработчиков, который они пытались донести на этой игровой выставке, заключается в том, что они хотят наладить общение с игроками. И в обеих статьях, которые посвящены всему этому делу, конкретно уточняется, что разработчики будут принимать во внимание сообщения от игроков, чтобы, естественно, улучшать и делать игру более привлекательной. Конечно, верим, да, так и надо. Но отсюда же вытекает и другой тезис, а в частности, в статье от IGN уточняется, что команда разработчиков заявила, целью eFootball 2024 является связать пользователей с другими футбольными болельщиками, профессиональными футболистами и даже влиятельными лицами. Я подозреваю, что конкретно вот эта строчка относится к многочисленным киберспортивным мероприятиям, ну или каким-нибудь рекламным кампаниям, как проходило в Японии. Все игровые издания, которые так или иначе, но поделились информацией касаемо eFootball 2024 с этой игровой выставки, в один голос заявляют, что Konami попросили их не делиться конкретными подробностями игрового процесса. И это на фоне того, что те же самые игровые издания рассказывают, что геймплей вроде как изменился, появились новые анимации, новые игровые механики. Но что они из себя представляют, как они выглядят, насколько сильно они меняют все игровое восприятие, не уточняется, по просьбе самих же Konami. Единственный момент, который хоть как-то проливает свет на игровой процесс eFootball 2024, относится к анимациям движений футболистов во время геймплея. По словам одного из продюсеров игры, они внедрили
так называемую новую систему бега, которая позволяет игрокам лучше контролировать движение, а также дающая тем же самым игрокам больше контроля, когда мяч находится в воздухе. То есть, исходя из этих слов, у нас должна вроде как измениться верховая борьба, ну и в целом восприятие контроля мяча на поле. Также отмечаются более плавные переходы между моментами, когда возникают штрафные удары или удары от ворот. Со слов игроков, такие переходы стали еще более плавнее, ну и там появилось намного больше анимаций. Ну и в целом игроки, которые успели поиграть в eFootball на этой выставке, отмечают, что движения стали более реалистичными, плавными. Ну а Konami же в свою очередь заявляют, что они открыты для предложений, открыты для критики и пожеланий со стороны игроков. Конечно же, верим, да. И, конечно, об изменениях игрового процесса вот на полном серьезе рассуждать не приходится, пока мы сами это не попробуем. Но уже можно отметить, что Konami собирается сделать какую-то определенную ставку на обновление игрового процесса. Поэтому советую вам наиграться в 23-ю часть как можно больше, чтобы потом уже по ощущениям сверять, насколько сильно все изменилось. Ну и на этом вся информация касаемо eFootball 2024 от Konami у меня подходит к концу. Как и всегда, в комментариях буду рад узнать вашу точку зрения касаемо всего услышанного, как вам в целом новое цветовое оформление, верите ли вы всем заявлениям Konami, например, об изменении отношения взаимодействия с игроками и прочих других заявлениях. Обязательно пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по eFootball. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч, друзья!